Добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок, незламні та міцні. Привет, ребят! Доброе утро! Доброе утро, страна! Короче говоря, это капец. Ночь была такая себе. Ребята, есть разрушение в городе. Опять атака БПЛА. Есть жертвы, есть пострадавшие. Уже я в новостях почитала, но мы это слышали. Ой. Я проснулась где-то 2:30, сын побежал в коридор, вот ему на эту сторону, на южную, на город, ему лучше слышно, чем у меня на ту сторону, на северную. Я слышу, он там уже в коридоре, слышу какие-то звуки, у меня плюс еще стеклопакет, а потом еще лоджия, поэтому я и не слышу. Как вы видите, мы без света. Сейчас расскажу. Это не самое страшное, что может быть. Дело в том, что люди пострадали, попали в жилые дома, попали в гражданскую инфраструктуру, попали в садик детский, повреждена церковь. Я в шоке. Сейчас смотрю в ТикТоке, там быстрее всего новости в ТикТоке. Девочка котов забыла своих. Ребята там пишут, да мы первых, кого хватаем, это животных, а потом уже выбегаем. Ну, по-разному бывает. Кот может куда-то забиться от сильных каких-то, ну, знаете, взрывов, от шума. И попробуй его вот это в темноте еще и найди. Тем более, что нет у нас электричества. Чаще нет, чем есть. Я вчера так не дождалась электричества, как и все жители нашего района. Вы же понимаете, обледенение ко всему еще. Естественно, аварии на линиях передач. И мы к свекрови, девочки, не попали вчера. Мне там писали: Аня, не иди, потому что скользко. Еще типа выпьете. Да, у нас компания, мы вообще, девочки, мы дамы чисто дамского какого-то вина, вот так вот чуть-чуть. Но у меня даже и не вышло. Не только у меня, у всех гостей, ни у кого не получилось бабушку поздравить. Мы будем поздравлять в другой день. Дело в том, что даже бабушка не смогла приготовиться к встрече гостей, потому что не было ни света, ни воды, ни отопления. Насосы стали из-за отсутствия света, вода исчезла в кране, и вот сейчас тоже нет ни воды, ни отопления. Но я думаю, это ремонтные работы. Я проснулась, вот знаете, как тревога, но мы ее не слышали, потому что света нет, я тревогу не слышала. Я уже забыла, когда я слышала звук тревоги, потому что постоянно нет света, и, видимо, вот эти вот... Или то, что у нас окна закрыты, девочки, не знаю. На телефоне я не устанавливаю себе вот это вот приложение, потому что я в начале войны установила, я вот это постоянно... Бах, вот это вот... Сна нет, постоянно прерываешься. Ну, конечно, это небезопасно, но все же. Ну и, короче говоря, вчера все обрубилось. И так, знаете, весь микрорайон наш погас. Кстати, сегодня -2 у нас. Пишут ребята, что как и было, как и есть, все равно скользко и все равно опасно выходить. Но я хочу попробовать. Во-первых, надо мусор вынести, до мусорника добраться. Во-вторых, надо Жорика хоть чуть-чуть проветрить. Дитё бедное вообще хочет на погулятке. Я с утра уже выпила кофеек. У малого сейчас, у младшего сейчас, видите, как темно, прям ужас. У младшего сейчас дистанционка. Девочки, не падаем духом. Ох, не все дети могут выйти на учебу, потому что не у всех есть возможность зарядить гаджеты. У нас такая возможность сегодня ночью была. Сначала это было вообще цирк. В 3 где-то 05 свет включился. Мы уже проснулись по тревоге,
от взрывов, и поэтому как бы уже такой сон был, знаете. Я такая, о, бегом повтыкать все вот эти гаджеты на зарядку. Пока я там соображала, искала, где какой провод, ребята. Ну, вы все знаете, в потемках, вернее, не в потемках, но вот со сна ты ищешь, кого чем зарядить, что куда воткнуть, кому какая зарядка. В общем, пока я разбиралась, свет ушел. Я думаю, что это было? Ну, ладно. Думаю, ну и хорошо, пошла спать. И где-то, наверное, не знаю, через какое время прошло, может 20 минут, может 15, может полчаса, без понятия, я уже провалилась. И опять включили. Я уже пошла такая, все повключала, свой инвертор, все это вот, короче. Ой, ребят, сейчас надо посуду помыть. Тут у меня запас воды небольшой. Поела творожок. Ну, короче, так и сколько ж вы спросите, и что дальше? А дальше было то, что свет был до 7:15 у нас. В 7:15 его выключили. Частично, ну, все частично зарядилось. Инвертору надо, аккумулятору, вернее, не инвертор же заряжается, а аккумулятор. Аккумулятору, ребята, надо часов 6-8. Ну, сами понимаете, насколько он там зарядился. Такая темнота, мне так не нравится, когда так темно. А кому нравится? Ну, короче говоря, я сегодня, кстати, опять за голубями наблюдала. Хочу посмотреть, сколько градусов у нас. Сейчас где-то 10 час. Ну да, так и держится. -1, 0. Все равно, девочки, сракопад. Грубо говоря, мягко выражаясь. Ну и, короче говоря, все. В 7:15 выключили свет, выключилась вода, выключилось отопление. Смотрите, я вчера сняла игрушки с елки. Вот так вот ее... Вы, кстати, елки уже поубирали? Я вот дождалась, вчера 26 число, я елку убирала. Она у меня искусственная. Елочка купленная, как война началась, мы ее купили. Так всегда была живая елка. Ну и, короче говоря, ой, тут холодно. Жорка, пошли. Жорка, у меня тут холодильник, девочки, просто. И Жорка тут. Хочет знать, что в нашем холодильнике. Девочки, я уже не в пижаме. Вчера писали в пижаме. Вот, с отоплением плохо. Второй день. Уже пижама не катит, уже холодно в пижаме. Я уже одела гамаши. Ой, потеплее. Извиняюсь, что я дергаю телефоном. Может, идти на этого Жорку, на этого балабеса, да, мою маленькую. И, короче говоря, ребят, муж успел без 6:45 включить стирку, еще выбрал программу. Не, ну, в принципе, он нормальную программу выбрал, это же без меня. Я вчера заложила стирку. Ну, стирка теперь киснет. До следующего пришествия света. В общем-то, я так думаю, что начались ремонтные работы, потому что, видите, воды нема. Нету на насосной станции света, чинят линии. Вот вам обледенение. Где-то попадос, где-то что-то прилетело, где-то обледенение. Вот оно в совокупности дает вот такой результат. Ну, ребята, самое ужасное, это, конечно, когда страдают людские жизни, когда раненые, когда пожар, когда вот это все там из-под завалов людей достают. Это капец. Это вообще, ребят, это страшные вещи происходят. Сейчас смотрела харьковчан, мэр Харькова говорит, что ему задали вопрос, как вы предполагаете, сколько харьковчан после войны, когда там она закончится, когда-то же это произойдет, вернутся, когда мирное время наступит. Он предполагает, что 95% харьковчан вернутся домой. Мне вот интересно, сколько одесситов вернется домой? А? Я даже не могу предположить, ребят. Не знаю. Не знаю. Хотелось бы верить, что тоже большая часть одесситов вернется домой. Вот у меня вот здесь в доме
Хорошая семья уехала еще в начале войны. Но они уже пустили корни, они уже ну, как бы интегрировались, адаптировались, интегрировались. Дети учатся, они работают. Не знаю, ну квартиру они раз в год приезжают, проветривают, я не знаю. Может быть, они какие-то надежды и питают. Может и вернуться. Дети вряд ли, а родители, может, и вернутся. Кто его знает. Дело в том, что более старшему поколению сложнее интегрироваться. Детям проще. Вот что-то попила кофе, начала голова кружиться. Или это от событий происходящих. Но главное не нервничать, потому что надо сберечь во всем этом свое здоровье. Потому что многие так сильно прям, ну, я не говорю, что надо пофигу все, но вот эти переживания, вот эти все бытовые неурядицы, они, конечно, выводят из состояния равновесия. Да. Я смотрю на улицу, смотрю, как люди передвигаются. Капец. Ну, в чате нашего района, в общем чате, написали, что у кого нет потреби, такой прямо нагальной потреби, прям такой острой необходимости, тому лучше остаться дома. Но я хочу уже продышаться, я не могу. Он вчера поздно с Николаева, ездили в Николаев они по работе, и он возвращался, то это ж мы еще и по времени не успевали, потому что вместо 6 он вернулся аж 7:30. Ну, короче говоря, все равно день рождения, юбилей отложили. Ну, отложили, потому что, ну как, мертво, стекло под ногами, света нет. Только надо с фонариком идти, ни воды, ни отопления. Ну, куда идти? Куда идти, девочки? Ну, бабушке позвонили, все. Она говорит, да, конечно, это что? Конечно, будьте дома. Так что вот так вот. Вчера я ж с утра вот это вам показывала. Хоть есть наварила. До 10 у нас был вчера свет с утра. И жорка. Вчера мы, когда ужинали, девочки, спасибо за гречку. Я знаю, что надо ее запаривать. У меня папа, знаете, делал такую рассыпчатую. Он ее тушил, любил с корочками, чтобы пожирнее. И он так ее запаривал и потом укутывал. Брал мою детскую старую шубку. Она в кладовке там, у них, я уже взрослая, у меня уже дети. Они ту шубку ложили так вот полотенце, потом шубку вот на эту кастрюлю с гречкой. И она потом такая, я все время говорю, папа, как у тебя так получается вкусно? А он ее так вот прям распаривал. Знал тот момент, когда выключить. Он прям был специалист, царствие небесное, по гречке. Так вот, Жорка вчера на гречку накинулся. И я же понимаю, что вот это смешанное питание, это же нехорошо для собак. Уже если сушка, так сушка. Нет. Он выпросил, а она же еще с индюшатиной, хотя со специями, это нельзя. Ну, короче, я ему там дала чайную ложку. Такой смешной, с удовольствием съел. Ну, ничего, нормально, стул хороший сегодня. Сейчас мне напишут комментарий. Так, ребята, все, держимся, все нормально. Ну как, это ненормально, ну что делать, такие обстоятельства. Так, а если выберусь на улицу, расскажу вам свои впечатления. Главное, чтобы не упасть. Ребята, это кошмар. Смотрите, что творится. Я в шоке. Вот, смотрите, средние этажи, даже можно сказать, нижние этажи. Просто капец. Просто капец. Сейчас у мужа спрошу, он на работу ехал. Спрошу, где это. Вот это еще не все. Вот еще один дом. Видите, какая давление. Это просто капец. Развалили прям часть дома. Там под завалами люди, ребята, люди под завалами. Кошмар. Представляете?
Неужели дрон такое сделает? Мне кажется, что это ракета. Вряд ли дрон такое сделает. Хотя все может. Я, знаете, что вспоминаю? Ну, года, наверное, 2 назад, может, 1,5. У нас тут недалеко тоже был такой сильный прилет, сложилась целая парадная, угловая, по-моему. Просто сложилась. Очень много людей погибло. Среди этих людей были знакомые наших знакомых, так я скажу. Я лично с ними не была знакома. Семья, или 4 детей у них было, или 3. Ну, многодетная семья. И так получилось, что моя мама знала их бабушку и дедушку. И они старшего сына отправили накануне случившегося к бабушке и к дедушке в область. Ну, погостить. Они все погибли. Мать, отец и остальные дети. По-моему, 3 детей погибло. И выжил только этот мальчик, старший. Представляете, какой ужас. Ну, дедушка с бабушкой его растят. Там, помню, квартиру там вроде как дали этому парню. Вот такое я... Это было ужас. Это был кошмар. А таких случаев, таких тысячи. Вот так вот. Все, девочки, мальчики, иду, сделаю сейчас, пока на улице еще прохладно с утра, сделаю видео проходчики. Снимала еще пару дней назад. Было солнечно, по-моему. Девчонки ждут. Девочки на нашем канале про растения. Сейчас выйдет, сегодня выйдет. Я надеюсь, у меня все получится. Видео проходчики. Кстати, я поставила на зарядку пауэрбанк от солнца, которого сегодня нет. Солнца сегодня нет, но пауэрбанк заряжается от моей вот этой вот небольшой панельки. Помните, я вам показывала? Сейчас вам даже покажу. Сейчас вам покажу. Я сама удивилась, что сработала моя станция. Но знаете, тут мощный пауэрбанк. Вот такой вот, видите, мигает. И вот моя панель. Короче, мигает. Мигает, значит, заряжается. Но он даже от сети очень долго заряжается. За 4 часа, пока был свет, он не зарядился. Короче, так было. Муж включил в сеть этот пауэрбанк, но в него еще один включил. И получилось, что нифига не получилось. Но тот зарядился, а этот не зарядился. В общем, я решила, что пропадать зря энергии солнечной. Все равно сквозь тучи же идет какая-то солнечная энергия. Думаю, пускай себе стоит. Может, какой-то 1-2% набьет, пока есть дневной свет. Скоро, кстати, ситуация должна улучшиться, когда солнышко уже будет светить. Альтернативные источники энергии будут давать в общую сеть киловатты. У нас же много солнечных станций. Но опять-таки они не могут давать в сеть, если у них нет света. Для меня это было открытием на днях. Мужчина снимал видео и жаловался, что у него есть надлишок, излишек энергии от солнечной, вот этой солнечной энергии даже сейчас. Но он не может при отсутствии света подать ее в общую, как бы продать ее, подать ее в общую сеть. Такой вот парадокс. Я думала, не должно быть проблем. То есть он может ее только на свои нужды пустить, да, ну, как бы, либо вообще выключить, чтобы она не вырабатывалась. У него же нет столько этих генераторов, там, да, вот этих накопителей лично для себя. Он подавал ее в сеть, в общую. За это получал какие-то денежки там. И не думаю, что большие. Но
Когда нету света, оборудование не работает. Вот такой вот замкнутый круг. Кстати, мы когда были в Закарпатье, очень много ветровой генерации, вот ветровых вот этих вот ветряков, короче, которые вырабатывают электрическую энергию, так прям среди гор стоят, так красиво, так прикольно. В общем, надо альтернативу. Альтернативу надо впроваджувати. Альтернативу. Давай тащи мячик, греемся с Жоркой, греемся. Топления нет, ничего нет. Оделись. Жорка пока, конечно, не одетый. У него своя шуба. Давай мячик, давай. Давай, скорее. Скорее. Греемся, греемся. Ой, боже, как ты головой вертишь, крутишь. Давай. Давай я заберу. Любит, когда я забираю. Давай. Раз, два, три. Оббегай. Лови. Давай, тащи мяч. Давай, надо бегать, надо бегать. Давай, скорее. Ух, как. Давай, грейся, грейся. Давай, от тебя будет много тепла. От тебя идет. Ты бегаешь, и тепло идет. Корма поел, заправился. Вот так, вот так, вот так. Давай, раз, два, три. Опа! Тащи мяч, давай. Говорю ему, неси мячик, он несет мячик. Молодец. Вот какой молодец. Умничка. Умная собака, умная собака. Девочки решили выйти с Жориком погулять. Одела ему вот эти тапочки, я не знаю. Он еле-еле на них идет. Мы посмотрим. Потому что кругом посыпано. Где-то солью, где-то песком. Лапкам будет больно и неприятно. Но посмотрим, как он сможет идти в этих сапожках. Ребята, это трындец. Мы с Жоркой. Нафиг мы вообще вышли. Но мы сейчас вот чуть-чуть походим. Да, Жорка. Извиняемся за подробность. Ну, бляха-муха. Жора, подожди. Все, потерял топок. Тапок потерял. Стой, стой, Жорочка, подожди. Мама тапок заберет. Это вообще была плохая идея с прогулкой. Девочки, какая-то фигня сыпется на голову. И не дождь, и не снег, какие-то льдинки. Но правильно вчера говорили, что даже если будет идти дождь, на поверхности земли будет корка, потому что были морозы и промерзший асфальт. Все, моя бобочка. Я только иду и считаю ботинки. Пока что 4. Один потеряли, но я его одела. Пока что 4. Короче, прогулка так себе. Может, вообще от дома далеко не уходить. Капец, все в этой глазури, все обмерзшее. Посыпаны дорожки. Но Жорку тянет на приключения. Он хочет именно идти там, где не надо. И подскользается. Я сама еле иду. Жор, не спеши. Мы сейчас далеко не пойдем. Так, фу-фу-фу-фу, ничего не бери. Что ты нашел? Это что-то съедобное здесь может быть? Ты что хочешь, может быть, да? Еле-еле. Я взяла пару носков с собой. Но вижу, вроде как она мне не нужна, эта пара. Так, ты догоняешь? Смешной такой. Короче, сидели мы дома, и надо было сидеть дальше, до оттепели, потому что, ну, капец, ну, блин, ну, вообще. Мне муж говорит, ну, что ты, выйди. Вышла, блин, звезда. У него же сердце колотится. Пару раз подскользнулся. Не знаю, но тут вот, где посыпано, можно идти спокойно. Но собак не хочет идти там, где посыпано. Понимаете, он же лезет везде. Он же не понимает, что опасно, некомфортно. Ну, я иду пока нормально. Носки в кармане. Я что-то, знаете, я одела их дома на сапог, один носок, и я на ламинате подскользнулась. Думаю, блин, что за фигня? Думаю, может, я сейчас выйду и подскользнусь. Видите, все эти наши платаны, все в обледенении. И смотрите, какой прям дождь. У меня уже куртка вся. Жорочка, идем домой, сыночка. Ну его нафиг. Эту зиму. Это я не знаю. Это что-то с чем-то, конечно. Ой, девочки,
А дома ни отопления, ни воды, ни света. Ой, короче, у меня в зале, в самой большой комнате сейчас 16. Это только сколько? Ну да, считайте, что... Сколько часов без отопления? Наверное, ну не полдня даже. И уже 16. А что будет через сутки? Но надеюсь, что все эти отключения сейчас связаны с тем, что аварийные работы все-таки проводятся. Жорочка, ну вот такая вот прогулочка у нас. Тебе побегать? Ну пойдем домой. Гляньте, сейчас покажу вам, какие красивые кустики. Немножко позитива в ленту. Как вам показать? Вот такая вот прелесть. Видите? Глазурь, я ее называю. Новогодняя глазурь. Ой, не, ребята. Ну и в баню. Смотрите, дождь. И дождь падает. Из-за того, что промерзшая земля, это все превращается в ледяную корку. И даже то, что посыпано, оно все сверху берется льдом. Так что вот так везде генераторы работают. Школьники учатся, генераторы тарахтят. Но я иду так более или менее нормально. Не скользю. У меня эковские старые башмаки. Вот такие вот. И они не скользкие особо. Ну, так мне кажется. Там иди знай. Сейчас себя перехвалю и где-нибудь усядусь. Наша 15-минутка добегла конца. Фух, жарко. Ну, в сапогах нормально гуляем. Все, идем домой. Весь мокрый. Короче говоря, нечего было и затеваться, ребят. Большими собаками понятно. Ой, идет. С большими собаками понятно, а с маленькими можно сидеть дома. На пеленочку сходили, да и все. Хотя он хочет бегать, он хочет гулять. Ну ужас, я только больше испачкалась. Тут темнота. Заходи. Жорка на каблуках. Фух. Ребята пообедали, сделала себе чаек, заварила горяченький. И вот такую конструкцию соорудила, хочу попробовать. Печь. Всегда говорила, что Верес это классная продукция. Ну, это она у меня еще не вскрытая. Горшочки у садовода всегда найдутся. Ну, по крайней мере, у меня есть парочку. Это свеча. Сейчас попробую. Глина очень хорошо отдает тепло. Надо было, конечно, снять этикетку. Новенькие. Это из запасов. Это я на всякий случай. Отопления пока у нас нет. Все паникуют. На следующей неделе, возможно, будет мороз. Господи, как зажигать спички? С ума сойти. У меня ж нету газовой плиты. Ой, девочки. Не знаю, там должен быть зазор, но он есть, да? Так что попробуем этот лайфхак. Нет, тут, конечно, не должно быть этикеток и содержимое. Должны быть пустые банки. Ну, посмотрим. Прямо интересно. Может поднять температуру такая конструкция на пару градусов в комнате. Так, продолжаю испытание. Ну, сам горшочек очень такой горячий. Но пока я как бы... Ну, я, в принципе, не замерзшая. На мне там 2 слоя одежды. Ну, так, банки не нагрелись, то еще повзрывает. Ну, мне кажется, когда вообще ничего, то как бы руки погреть можно. Но так, мне кажется, чтобы потопить прям всю комнату, ну, это нереально, честно скажу. Хотя посмотрим через время. Свечка у меня там еще приличного размера. Ну, на безрыбье и рак рыба. Ой, ребят,
Был тяжелый день. Уже 10 часов скоро. Света так и нет. С 7 утра машинка с бельем стоит. Короче, обещают к 10 свет. Не верю. Не верю. Так что всем мирной ночи. Всем эту ночь спокойствия и благополучия пережить. До встречи. Ура, 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 ура. Слушайте, дали нам свет, мы счастливы. Цветочки понежатся под искусственным солнышком. Ну, дали где-то вот в начале 11-го. Я уже засыпала. Рыбки тоже погреются, поплавают, подышат. Не знаю, как надолго. Там вижу темнота и еще сильный туман густой, ребят. В общем-то, всем спокойной ночи.